План Дональда Трампа раскритиковали даже союзники по партии. В Женеве его урезали и переписали. Сам президент разразился угрожающим посланием. Зависимость сродни колониальной. Москва предлагает Китаю землю и недра с самовывозом. Пекин же откровенно наживается на соседе. Цифры впечатляют. Без суда и следствия чекисты убивают россиян десятками. Они придумали себе оправдание. «Зовите меня просто Адольф». Гитлер снова баллотируется, и это не шутка. «Встань и иди». Мировые СМИ написали о чуде в Таиланде. Видео прилагается. Об этих и других главных событиях утра вторника, 25 ноября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Вашингтоне накал политических эмоций. Мирный план Дональда Трампа по Украине вызвал шквал критики сразу с двух сторон – демократов и республиканцев. И сравнения звучат самые жесткие. Самый высокопоставленный демократ в комитете по разведке Марк Уорнер прямо назвал это полной капитуляцией Украины и сравнил предложение администрации президента с Мюнхенским сговором. Откровенно говоря, он войдет в историю как плохая сделка, сопоставимая с уступками Невилла Чемберлена Гитлеру перед Второй мировой войной. Тогда, в 1938 году, Европа отдала гитлеровской Германии Судеты, а через 11 месяцев началась Вторая мировая. Уорнер предупредил, такие уступки могут подбодрить и Си Цзиньпина ко вторжению на Тайвань. Но возмутились не только демократы, но и однопартийцы самого Трампа. Несколько самых влиятельных республиканцев в Сенате выступили против плана практически в унисон. Путин весь год пытался выставить президента Трампа дураком. Если чиновники администрации больше озабочены тем, чтобы умиротворить Путина, а не обеспечить реальный мир, то президенту следует найти новых советников. Вознаграждение за российские зверства будет губительно для интересов Америки, а капитуляция, подобная уходу Байдена из Афганистана, будет катастрофической для политики мира через силу. Роджер Уикер жестко отверг идею ограничить численность ВСУ. Численность и состав вооруженных сил Украины – это суверенный выбор ее правительства и народа, и любые заверения, данные Путину, не должны поощрять его злонамеренное поведение или подрывать безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Линдси Грэм, автор законопроекта об адских санкциях против покупателей российской нефти, заявил, что ряд пунктов документа нужно серьезно дорабатывать. Сенатор-республиканец намекнул, что данный план приведет не к достойному и справедливому миру, а породит новый конфликт. Тем временем появились новые утечки о переговорах в Женеве. Плана из 28 пунктов больше нет. Financial Times пишет со ссылкой на осведомленные источники, что документ сократили до 19 пунктов и самое токсичное выкинули или перепрошили после жестких возражений Киева и европейских столиц. Какие именно требования исчезли, официально не раскрывают. В Белом доме тоже подтвердили, в Женеве стороны пришли к обновленному, уточненному варианту, и общий смысл теперь впервые звучит так, как должно. Любое соглашение должно укреплять украинский суверенитет и обеспечивать реальный, а не декоративный, справедливый мир. Но тут снова на связь вышел Дональд Трамп. После ряда обнадеживающих сообщений о результатах переговоров в Женеве хозяин Белого дома подлил масло в огонь. Президент США выдал тревожный пост в социальной сети Truth Social. Возможен ли значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, что-то хорошее все-таки происходит. Россия фактически открывает Сибирь для Китая и делает это не от хорошей жизни. Москва готова отдать Пекину доступ к стратегическим редкоземельным металлам в обмен на строительство железной дороги Курагина-Кызыл. Проект данной магистрали 15 лет висит в воздухе. Как пишет «Коммерсант», именно такую схему озвучил спецпредставитель главы Тувы Владимир Донских. Формула старая, проверенная Китаем в Африке и Монголии. Инфраструктура в обмен на ресурсы.
теперь эту модель предлагают реализовать в центре России. Дорога должна стать частью большого евразийского коридора, который соединит Россию, Монголию и Китай. Но у федерального бюджета и РЖД ресурсов на стройку попросту нет. Формально китайцев попросят создать совместное предприятие и поделиться технологиями переработки сложных руд. Но эксперты говорят прямо, Пекин возьмет сырье, а вот глубокие технологии в Россию не принесет. Китай стремится контролировать рынок редкоземельных металлов, а не выращивать себе конкурента. Тем временем Китай наживается на режиме Путина. Цены на отправляемые из КНР товары, подлежащие экспортному контролю, в первую очередь на продукцию двойного назначения, которую можно использовать при производстве вооружений, с 2021 по 2024 год выросли в среднем на 87%. Об этом говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии. При этом цены на аналогичные китайские поставки в другие страны выросли лишь на 9%. Авторы исследования отмечают, что товарооборот между Китаем и Россией составил в 2024 году рекордные 254 миллиарда против 146 в 2021. Но это во многом произошло из-за роста цен. При этом физические объемы по некоторым позициям даже упали. Методы российских силовиков, которые раньше они применяли на Северном Кавказе, становятся нормой и для других регионов страны. Сотрудники ФСБ застрелили двоих жителей Алтайского края, объявив их диверсантами. По версии чекистов, мужчины якобы готовили ЧП на железной дороге между станциями Алтайская и Бийск. По версии ведомства, подозреваемые пытались установить сбрасывающее устройство, чтобы пускать поезда под откос, и действовали по указанию украинских спецслужб. Отчет по шаблону ФСБ утверждает, подозреваемых завербовали через Телеграм, обещали деньги и координацию из Киева. А когда силовики подъехали к мосту, предполагаемые диверсанты открыли огонь и были нейтрализованы. Убийства при задержании давно стали нормой для российских силовиков. С начала полномасштабного вторжения они застрелили уже как минимум 70 своих соотечественников. Российские силовики накрыли группировку, которая превратила войну в бизнес. Нет, следователи не пришли с ордерами в Кремль или Минобороны. И даже не в военкомат. Участники этой банды орудовали не по всей стране, а только в Челябинской и Свердловской областях. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, участники данной ОПГ охотились на бездомных и людей в тяжелой жизненной ситуации, обещали им новую жизнь и временное жилье, а затем убеждали подписывать контракты с Минобороны. Завербованных заставляли оформлять доверенности и дополнительные банковские карты, чтобы получить полный доступ к их выплатам. В схему были вплетены и женщины. Их задача заключалась в фиктивных браках с контрактниками. Это давало ОПГ возможность претендовать и на компенсации в случае ранений или гибели солдат. И это не единичная история. Неделю назад Росгвардия задержала в Москве другую ОПГ. Та похищала ветеранов СВО прямо на улицах и вымогала деньги у них и их родственников. Похоже, у путинского режима в ограблении и могилизации собственных мужиков появились конкуренты. Адольф Гитлер снова идет на выборы. Это не шутка, а политическая реальность Намибии. На юго-западе Африки снова баллотируется местный чиновник, тезка самого известного душегуба в истории. Политик руководит своим районом уже больше 20 лет и уверяет, к нацистскому диктатору имеет лишь одно отношение – имя, которое ему дал отец, не понимая исторического контекста. Правда, в это верится с трудом. Намибия – бывшая немецкая колония, где до сих пор сохранились имена и топонимы времен германской юго-западной Африки. Но скандальность имени давно перестала быть его главной проблемой. Жители упрекают чиновников в том, что за годы правления район стоит на месте. Нет дорог, нет развития, а сам руководитель, по словам местных, частенько играет в карты на работе. Несмотря на это, на прошлых выборах он получил почти 85% голосов. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Глобальный рынок труда стоит на пороге взрыва, который, по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, накроет мир как цунами. На саммите Большой двадцатки в ЮАР она предупредила, искусственный интеллект меняет экономику гораздо быстрее, чем это успевают осознать правительства. По словам Георгиевой, мировая экономика после всех ударов последних лет, пандемии, войн, торговых потрясений показывает себя чуть лучше ожиданий, но все еще значительно слабее, чем требуется. На этом фоне
ИИ может стать мощным ускорителем роста, добавив около 1% пункта глобальному ВВП. Но за этой возможностью скрывается жесткая реальность. Под ударом окажутся миллионы рабочих мест. В развитых экономиках искусственный интеллект способен затронуть до 60% рабочих мест. В странах с формирующимися рынками около 40%, в беднейших странах чуть меньше, 26%. И это только начало. Георгиева призвала правительство срочно инвестировать в цифровые технологии, образование и создавать правила, которые позволят раскрыть потенциал ИИ, но не превратить людей в лишних наблюдателей. Литва снова готова закрыть границу с Беларусью. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинени. Контрабандные воздушные шары летают и, вероятно, продолжат летать. Закрытие границы показало одно. Мы были правы, оценив это как гибридную атаку. Кроме того, с белорусской стороны предпринимаются незаконные меры, чтобы задержать наших водителей и грузовиков и не допустить открытия границы. После недавнего решения литовских властей досрочно открыть границу и небольшого затишья, с белорусской стороны снова были запущены десятки воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые опять сорвали работу Вильнюсского аэропорта. На данный момент нам необходимо встретиться и обсудить все меры, которые мы принимаем. И, как я уже сказала, мы можем закрыть границу, если ситуация не улучшится. Невероятная история, от которой мороз по коже, произошла в Таиланде. В городе Питсанулок 65-летнюю местную жительницу признали умершей, оформили все документы, уложили в белый гроб и повезли в храм под Бангкоком на бесплатную кремацию для малоимущих. 4 часа пути, подготовка к церемонии и внезапно стук изнутри. Родственники сначала не поверили своим ушам, но женщина действительно шевелилась и стучала по крышке. Все это зафиксировали на видео. Покойница поднимает руки, а родные стоят в полном шоке, понимая, что она жива. Младший брат женщины, который сам подписал документы о смерти, заявил, что едва не потерял сознание от неожиданности. Ведь сестра 2 года была прикована к постели из-за тяжелой болезни. Как думаете, чудо или ловкая мистификация? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.